И сегодня будем восстанавливать. Начнем вот с этой арки. Смотрите, подкрылок. Я только снял подкрылок, больше ничего не делал. То есть вот здесь все гнилое. Вот здесь полка крыла тоже вот вся гнилая. Как можно своими руками, без сварки, все это сделать. Итак, приступаем к зачистке металла. То есть нам нужно всю ржавчину снять. Все зачистить до металла максимально. То есть всю рыхлую ржавчину убрать. Что для этого будем использовать? То есть болгарка с металлической щеткой. Можно вот такую использовать, которая накручивается. Она вот видите кончилась. Также я буду использовать шуруповерт, чтобы снутри полки так прочистить. Ну, я параллельно буду еще зачищать вот эти все места. То есть, когда все зачищу, обработаю, покажу. И дальше будем продолжать. Самое главное, не забываем. То есть, я защищаю лицо, потому что летит стружка металлическая. Ну, стружка эти, ёршики. Обязательно глаза. Ну, максимально защищаемся. Все, и приступаем к зачистке. Вот этой щеткой рыхлую ржавчину все стираем. Также я буду использовать еще вот такой круг с наждачкой, с крупной. Здесь что-то было нанесено, шпаклевка. То есть, чтобы это все расчистить, он получше расчищает. Вот, и сейчас арочку снутри я уже всю снутри я вот так прочищал. На полку. Так чистим. То есть по максимуму вычистить ржавчину. И еще, если у вас вот гнилое, вот я сейчас поближе камеру поднесу, покажу. Старайтесь сначала по максимуму заколебало. Старайтесь сначала по максимуму сохранить форму полки вот этой и арки, чтобы потом на ее основе воссоздать оригинальную. Короче, после всех зачисток, вот смотрите, какая здесь жесть. Вот так вот арка выглядит снизу. Все подсвечу. Но самое главное то, что вот есть металл, который форму держит. И мы сейчас к нему будем лепить стекловолокно. Так, пользоваться будем вот таким средством. Цинкарь. Как он наносится? Смотрите аккуратней. То есть он на руки попадает, ну, достаточно неплохо жгет. Дальше сейчас я поменяю. Наносим на поверхность. Хорошенечко. Вот здесь я еще буду чистить, поэтому наше дело сегодня арку снутри, чтобы в глаза не попал. И вот сейчас всю ржавчину будет нам. Вот, и теперь стираю. Я показываю, как я делал там, с той стороны. Ребят, машина уже пару недель, ну не пару недель, сколько дней, 7-8, ничего не заржавело. То есть втираем хорошенько. Забыл сказать, его взболтать надо.
Обязательно поболтать. Оставляем сохнуть, он должен полностью высохнуть. А потом будем, ну, дальше увидеть. Цинкарь наш поработал, ржавчину всю преобразовал. То есть, ну, я уже таким макаром всю машину сделал. Вон немец, помощник мой, играются, бегают. Вот. Что дальше делаем? Значит, дальше нам нужно погасить цинк содой. Обычную соду я примерно литр воды, вот, полторашку отрезал. И туда добавляем столовую ложку соды, такую хорошую, с горкой. Вот так вот. Вот примерно вот так. Все перемешиваем. Вот, и начинаем все это дело теперь смывать содой. О, видите, шипит, реакция идет. Это надо сделать обязательно. Далее просто тряпкой, водой смываем цинкарь, оставшийся с содой. Ну, как смывать водой, я не буду показывать. Теперь что нам сделать? То есть, как я вот показывал, здесь вот у нас, вот здесь вообще нет полки. Здесь полка есть, здесь вот полка есть. И нам необходимо сделать опору для стекловолокна. Ребят, обычный уголок пластиковый. Вот так был. Один угол отрезал, то есть осталась полоска пластиковая. Обязательно скотчем обматываем, чтобы стеклопластик не прилип. То есть к скотчу он не прилипает, потом свободно снимается. Сейчас я вот так, ну, вы видите, закреплю. Просто, опять же, все делается скотчем. Это нужно просто на время, чтобы стекловолокно, чтобы оно вот сюда не падало. Вот, и дальше сейчас продолжим. Так, вот у нас здесь полочка появилась. Сейчас сюда будем укладывать. Сейчас еще вот это место надо обклеить сюда, чтобы нам было к чему цепляться. Вот еще одна полосочка. Сейчас ее вот так приклеим. Ну и теперь приступаем. То есть берем, если у вас большой объем, берите сразу килограммовую банку. Она с отвердителем, то есть идет в комплекте. Набор не берите. Во-первых, он реально очень быстро кончится. У вас стекловолокно останется, а смола кончится. Во-вторых, качество стекловолокна, если вы берете ее отдельно целым там мотком, рулоном, намного лучше, она плотнее. А в наборе она прям такой хлипкая, расползается. Обязательно советую вот такие одноразовые перчатки, потому что в любом случае вы все выделаетесь в этой смоле. Она липкая, противная. Потом отмывать руки устанешь. Кисточками запаситесь. Если вам много клеить, она кисточка на один раз. То есть вы сейчас я поработаю, и я ее выкидываю, потому что смола застынет. И все. То есть я вот эти кисти заезжал вот такие в Леруа Мерлен по 6 рублей. 20 штук купил. И как бы хватает. Предварительно нарезал, ну, где-то по 2 сантиметра полосочки. Нам нужно, чтобы она вот так ложилась. То есть одна стенка к этой липла, вторая к этой. То есть сейчас будем промазывать. Туда я не полезу. И на ощупь так все буду укладывать. Сначала наводим смолу. Пропорция разведения, то есть наливаем смолы там, и 2-3% отвердителя. Сразу много не наводите. Лучше 2 раза навести. Потому что она загустеет, и работать ей будет невозможно. Отвердитель, не знаю, много, мало, но я в любом случае буду оставлять на ночь.
Я сейчас сделаю и начну заниматься вот шпаклеванием. А это уже тогда до завтра. Все размешиваем. То есть сначала обмазываем, приклеиваем стекловолокно и потом все это промакиваем еще раз. Так, в общем, ребят, снял я подпорку, вот то, что у нас была. Ну вот, обточил наждачка здесь, вот таким образом. В общем, полочка появилась. Все, вот сейчас еще вот здесь подрежу немножко, вот это все подточить надо. О, вот так. Вот, смотрите, значит, здесь тоже все гнилое. Вот эта часть, задняя, нижняя часть крыла, где брызговик крепится. Вот здесь, ну, то, что эбоксидка оставалась, все это промазывалось. В общем, все крепко, все вот это промазал. Все, арка теперь крепко держится, то есть ничего не отваливается. Теперь будем шпаклевать шпаклевку со стекловолокном. Предварительно я наждачкой здесь набил риску на смоле, ну, чтобы адгезия была получше. Если есть воздух, можно обдуть. Обезжириватель берем. Так, я вот пользуюсь, вот эта шпаклевка мне понравилась. Сейчас покажу поближе. Вот со стекловолокном Наволоцкая. Вот сюда на проемы я буду носить резиновым шпателем. Как бы ему удобнее немножко. Вот. Ну а на ровные места это потом уже тогда. Это уже металлическим. Шпаклевку вот размешиваем. Я взял сколько мне надо. Уже второй замес у меня. Вот. Первый я уже нанес. Беру резиновый шпатель. И так наносим. Ну вот предварительно, пока вот так получилось. Сейчас ждем, подсохнет немножко, пошкурим, сгладим вот эти все бугры. И еще раз будем наносить. Ну, за 2 раза, я думаю, сделаем. Так, после того, как шпаклевка у нас высохла, на самом деле она сохнет достаточно быстро. При 20 градусах где-то 20-30 минут. Ну, попробовали вот. Тиранули, белые следы остаются, значит она подсохла. Ну, аккуратненько. Теперь начинаем форму всей арки наждачкой вырисовывать. Я первым делом вот эту плоскость немножко пошлифую, а потом перейду вот сюда, к этой плоскости, то есть к этой полочке. Беру сначала старую наждачку. У меня вот ремовская есть старая, 80-я зернистость. Вот. И вот можно, если у кого нет такого на липучке, можно обычный строительный. Здесь тоже наждачку по сухому, 80-й зернистостью. Ну и начинаем шлифовать. Шлифуем не так, а вот плоскость вот так выводим. Вот такими движениями. Чтобы нам здесь не наделать бугров. И не надо по всему крылу. Если у вас здесь хорошо, то есть наше дело вот вывести именно вот эту плоскость. Смотрим, где наждачка берет. То есть вот так вот по всему крылу здесь не надо. Здесь крыло ровное, хорошее, его не надо здесь пилить.
И в процессе у нас уже будут вырисовываться, где нам надо еще подвалить. Но это уже мы будем делать универсальный, не со стекловолокном. Со стекловолокном я просто, ну как, немножко армировать, усилить вот эту часть, которая была гнилая. А дальше уже будем вот такой универсально работать. Будем смотреть, где до металла протираем, все, в этом месте ветрем. Там уже перейдем на другую градацию, то есть на 120-ю. Так, здесь вот я немножко плоскость подвывел. Значит, смотрите, здесь все хорошо, здесь уже под универсалочку. Вот здесь у нас не берет, вот если видно, вот здесь не берет у нас брусок. То есть мы берем ровно, маленькие бруски не используем. Вот, ну, вот такой, либо можно вот такой. То есть и вот такими движениями, либо такими, либо еще можно вот так. И у нас в любом случае брусок, он сам плоскость рисует. То есть у нас получается вот здесь не берет, вот здесь не берет. Ну и вот здесь еще яма, здесь еще подваливать даже стекла надо, шпаклевка. Вот. Ну и теперь арку будем сейчас рисовать. Мягкий брусок вот такой у меня есть, тоже на липучке. Вот я сейчас вот эту старую наждачку. Здесь сильно можно не стараться, здесь, если на продажу, то здесь подкрыл, ну и для себя. Можно, конечно, плоскость подровнять, можно потом универсалочкой здесь бузануть, можно оставить просто стекловолокно, да, то есть шпаклевку. Все равно здесь грунтовать в любом случае, и здесь будет подкрылок, где вот этой полки ее видненько не будет. Ее главное, наверное, усилить. Вот сейчас она уже такая крепкая вся стала. Все, я сейчас тогда буду рисовать дальше, шлифовать. Ну, потом покажу, что получилось. Потом будем грунтовать. Ну и вот здесь также вот карман я тоже стекловолокна там немножко восстановил. Были дырки. Или отверстия, как хотите. Вот. Ну все. Сейчас тогда пошлифую, потом включусь. Ну и вот так это все смотрится. Я уже, как видите, зашпаклевал и загрунтовал. Но я загрунтовал всю машину по низу. Вот. То есть вот это, когда подкрылок буду ставить, все подточу с той стороны. Вот это все не будет видно. Вот эти сейчас немножко раковинки пошпаклюю чуть-чуть, затру 800-очкой и все, и красить буду. То есть все прилично, все крепко. Вот так смотрится. И передние тоже. Сейчас с другой стороны покажу. С другой стороны тоже арка полностью останавливалась. Можно видеть. Это я подточу потом, когда подкрыл. Он встанет, он скорее всего все закроет. И передняя арка. Ну, здесь все 4 арки, все низы дверей были ржавые. Вот. Так получилось. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.